Друзья, всем привет! Мира Андреева. Мира, я тебя поздравляю с двумя победами в Спасибо одиночке, в большое. паре. Я прошу тебя сейчас сравнить твои ощущения от первого здесь твоего матча и уже от второго. По моим ощущениям, как зрителя, все было так поспокойней. Ошибаюсь ли я? Как внутри это ощущалось? Нет, все так. На самом деле, мне кажется, что большую роль сыграло то, что я играла на другом корте, и, как по моим ощущениям, я небольшой фанат вот этого именно центрального корта на этом турнире, потому что, ам, я вот не знаю, по ощущениям, я не слышу особо звук мяча. Он какой-то более скользкий, сухой, и как-то, может, из-за того, что он больше, чем другие корты, как-то атмосфера такая немного, не знаю, будто все летит, куда-то вылетает, и непонятно, что делать. Сейчас на вот этом корте, на Аранчо Санчес, на втором стадионе, мне было более комфортно играть, потому что корт поменьше, и как такой звук постоянный от мяча, такой тяжелый, такой, как бы ты сразу слышишь ритм, и, как по мне, легче играть в таких условиях, но, опять же, нету особо выбора, и надо подстраиваться под каждый корт. Мы очень любим Лёшу Ватутина. Расскажи, пожалуйста, про вашу работу с ним, потому что мы тоже там все давно знакомы и по возрасту Да. плюс-минус. Мы на одном уровне. Расскажи, пожалуйста, как он видоизменил вашу команду, и что он дает, то, что, ну, был и турнир в Линце, когда Лёша был, помимо Да. твоего папы, тоже в команде. Расскажи, пожалуйста. Да, на самом деле сейчас, мне кажется, у всех жизнь немного пооблегчилась, с его приходом в команду. Он как бы и Кончите помогает, и делает, свою работу, на самом деле, на все 100%. Он человек тоже очень хороший, с ним тоже всегда приятно время провести, о чем то поговорить. У него тоже как бы опыт большой, как у игрока. Поэтому, когда мы с ним были в Линсе, он был вообще в роли всех, и фитнес-тренера, и теннисного тренера, и как спарринг тоже, как бы. Мне тоже интересно послушать, чем он может поделиться, потому что у него тоже взгляд все равно другой. Не как у тренера, а уже он, ну, видит и рассуждает как игрок. Поэтому тоже интересно с другой стороны немного послушать, что люди говорят. Сейчас, на самом деле, как бы обстановка особо не изменилась, ну, просто еще один человек хороший в команду пришел, как бы просто, такая же, дружелюбная, веселая обстановка. Как бы в этом плане все осталось так же, как и было. В завершение, внутряк. А как пригласить хитинг-партнера, спарринг-партнера к себе в команду? Тем более у Лёши такая судьба интересная. Он еще год назад здесь с Коко был, будучи еще действующим игроком. И вот это как-то, наверное, достаточно непростые переговоры, как бы структура их. Как это происходит? Да, но на самом деле я не знаю, Лёшу знаю уже, наверное, вот с 22 года, то есть уже достаточно много времени. Я у него спрашивала в начале 25-го или в начале 24-го года, как бы если вдруг он будет свободен, на какие-то турниры со мной съездить, но он сказал, что он как бы будет пробовать еще играть, и как бы все. Я сказала: "Окей, удачи, там, увидимся где-нибудь". И потом, я увидела, что он поехал с Коко. Но тоже как бы в этом, ничего такого нет. И потом просто в конце сезона я у него спросила на предсезонку, как бы я решила уже все Сама, да? давить до конца, чтобы никто не опередил. И потом, после предсезонки уже так договариваемся, на какие турниры он поедет, на какие турниры, может, он еще будет играть сам. Поэтому так разговариваем и решаем уже, куда кто поедет. Круто, нам очень нравится ваша команда, друзья. Спасибо. Мира Андреева.